Hey, всем привет, с вами Макс, и это канал Magika Geeks. И сегодня я предлагаю вам обсудить последние новости гик-индустрии. Берите что-нибудь покушать, попить, устраивайтесь поудобнее, сейчас будет куча чего интересного, ну а мы поехали! Начнем с сериала «Чудо-человек». Шоураннер Эндрю Гест в своих соцсетях поделился свежим фото с Дастином Кретоном, который является продюсером данного проекта, и сообщил, что сериал находится на заключительной стадии постпродакшена. Забавно то, что сериал почти готов, а его до сих пор никто официально не анонсировал. Еще несколько лет назад появился слух, что режиссер Шан-Чи займется сериалом после «Чудо-человека», а в сети всплывал каст и даже мелькали какие-то фото со съемок, на которых засветился Тревор Слеттери. Ну а это, на секундочку, тот самый псевдомандарин из третьего Железного человека, который по лору вселенной является актером. Ну а так как сюжет Чудо-человека будет плотно связан с кинопроизводством, то неудивительно, что этот персонаж засветится и тут. Тем более Кретон уже работал с ним на съемках Шан-Чи. Особых подробностей о проекте в принципе сейчас нету. Проект выйдет примерно в 25-26 году, будет состоять из 8-9 серий примерно по 25-30 минут и будет смесью комедии и хоррора, хотя основной упор будет сделан все же на комедию. Сериал, который раньше назывался Quest Vision, активно готовится к старту съемок, которые намечены на первую половину 2025 года. В данный момент известно о нескольких вещах. Например, шоураннером сериала стал Терри Маталос. Сам проект же будет состоять из 6 серий и выйдет в 2026 году. И, конечно же, Пол Беттани вернется к своей роли. Но что самое интересное, сразу несколько авторитетных инсайдеров, а также The Hollywood Reporter, сообщают, что Джеймс Спейдер вернется к роли Альтрона, который станет либо главным, либо одним из главных антагонистов сериала. Ранее ходили слухи, что проект будет связан с Юными Мстителями, но, видимо, студия всерьез намерена выделить Юным Мстителям отдельный фильм, а Вижену доверят затизерить еще одну команду Мстителей. Итого, с приближением Секретных войн у нас есть потенциально, загинайте пальцы, команда основных Мстителей, Юных Мстителей, Мстителей Западного побережья и Громовержца. Добавьте сюда еще слухи про команду Повелителей Зла, которые должны будут включать в себя какую-нибудь версию Таноса альтернативную, и каких-то еще злодеев из прошлого. И, конечно же, команду мультивселенских Мстителей из прошлых фильмов Fox, и не только. А ведь есть еще команда Пауков, Новые Стражи Галактики, ладно, что-то я слишком отвлекся. В общем, потенциальных команд в ближайших кроссоверах может быть очень много, но не будем сильно забегать вперед. Если верить слухам, то студия наконец-то дала зеленый свет второму сезону, который станет подводкой к проекту The Midnight Suns, о котором тоже ходят довольно активные слухи. Тоже слухи и тоже второй сезон. Только в отличие от Лунного рыцаря ситуация чуть другая. Сериал явно выйдет уже после Юных Мстителей, поэтому пока проект находится на ранней стадии разработки и пока, судя по всему, обсуждаются разные концепты, поэтому до полноценной разработки тут еще далеко. Какой-то сериал про мир Ваканды находится в разработке. Это вся новость, никаких подробностей. Все. Начнем с хороших новостей. Разработка Супермена и Второго Миротворца идут по заданному плану, и Джеймс Ганн очень воодушевлен тем, что может переключаться между такими разными проектами. И хоть оба проекта планируются к выходу в следующем году, у Джеймса предостаточно времени, чтобы полноценно заниматься ими обоими. По информации Дэниела РПК, съемки сериала «Фонари» начнутся в январе следующего года. Сценарий все еще пишется, а кастинг уже в процессе. А вот у проекта про Бустера Голда проблемы. Сценаристы Дэнни Макбрайт, Джон Карсьери и Джефф Фредли больше не пишут сериал. Причины довольно просты. Производство затянулось, а у всех трех авторов на горизонте всплывают обязательства по другим проектам. А также ходят слухи о том, что сценаристы еще нескольких неназванных проектов тоже покидают обновленную DC по тем же причинам, что заставляет немного переживать за вселенную. Особенно учитывая недавние новости о финансовых проблемах Ворнеров, которые скоро начнут проводить очередные сокращения и отмены проектов. Неясно, коснется ли это киновселенной Ганна, но учитывая, что его дальновидные планы уже начинают местами не укладываться в изначально запланированные сроки, и сценаристы начинают потихоньку уходить. Также не стоит забывать того факта, что боссы ВБ в любой момент могут еще раз психануть и отменить еще пачку проектов. Но будем надеяться, что проблемы обойдут Джеймса и его вселенную стороной, и нас будет ждать что-то действительно интересное, а главное качественное. В сериале «Пингвин», который стартует уже в сентябре, все же не стоит ожидать Бэтмена Роберта Паттинсона. Ранее ходили слухи, что его небольшое камео обязательно состоится, так как сериал
сериал является прямой подводкой к сиквелу «Детектива в плаще». Но теперь сразу несколько инсайдеров сообщают, что в сериале не стоит ждать ни Бэтмена, ни Женщину-кошку. Но при этом сами создатели обещали, что без камео сериал не останется. Кто заглянет на огонек в итоге, узнаем этой осенью. Режиссер и главный создатель проекта Тодд Филлипс поделился некоторыми деталями проекта, которые, по его словам, не являются какими-то критичными спойлерами, поэтому я смело делюсь ими с вами. Артура Флека судят за убийство 5 человек. Ему грозит смертная казнь. Действие фильма происходит спустя 2 года после финала первого фильма. Сам фильм начнется, как ни странно, с мультфильма по мотивам Луни Тюнс с Джокером в главной роли. Большинство музыкальных номеров представляют собой просто диалоги и существуют только в головах Джокера и Харли. Сегодня мы уже упоминали фильм «Шан-Чи», так вот, разработка сиквела идет полным ходом. Симу Лю в очередной раз лично подтвердил, что работа над проектом идет, но подробностями поделиться он не может. Но учитывая, что Дастин Кретон скоро перестанет заниматься Чудо-человеком, у него как раз появится время активно заняться съемками сиквела про Шан-Чи. С поста режиссера «Пятых Мстителей» он давно ушел, других проектов на горизонте у него нет, так что можно смело предположить, что именно Шан-Чи займет тот самый пустой слот в феврале 26 года. Кстати, недавно также появилась информация, что в те времена, когда Мстителями занимался еще Дастин и они носили название «Династия Канга», Шан-Чи играл ключевую роль в их сюжете, что, естественно, неудивительно, ведь еще в конце самого фильма Шан-Чи нам тизерили, что те кольца посылали какой-то таинственный сигнал. А в триквеле «Муравья» нам явно дали понять, что технологии Канга тесно связаны с кольцами. Как в итоге теперь все это свяжется с «Судным днем» и «Думом» не ясно, но узнаем уже через пару лет. Уже несколько лет ходили слухи, что проект будет основан на историях о войне банд и в центре сюжета будет противостояние Паучка с Фиском. Инсайдеры обещали нам первое появление Скорпиона в его костюме, полноценную роль второго плана для Сорвиголовы и не только. Но в последние несколько месяцев все активнее стали ходить слухи о том, что концепт фильма полностью переработан, и теперь это будет очередной мультивселенский кроссовер, действие которого будет происходить в мире битв. Черный костюм на Холланде, возвращение Магуайра и Гарфилда, появление Венома и других злодеев из линейки Sony, и все в таком духе. Предположительная дата выхода — июнь 26 года. Дисней как раз убрали свои слоты под КВМ-фильм с этого месяца. Именно так они и делали, когда освобождали место под предыдущих Пауков, чтобы проект Sony не пересекался с каким-либо проектом Диснея. Так что можно уже сейчас с уверенностью в 90% сказать, что Человек-паук 4 — это огромный мультивселенский кроссовер со всевозможными героями и злодеями вселенной Sony, который стоит ждать летом 26 года. С точки зрения дележки прибыли, это идеальный вариант как для Sony, так и Disney. Sony получает свой кроссовер, связанный с Секретными войнами, а Disney без каких-либо обязательств перед Sony затаскивает в Секретные войны Холланда, Гарфилда и Магуайра. Все выигрыши, кроме зрителей, надеявшихся на уличную историю, которую тизерила концовка «Нет пути домой». Алая ведьма возвращается, но вот в каком проекте не ясно. Сначала долго ходили слухи, что Ванда заглянет в спешл «Дорога ведьм», который станет продолжением Агаты. Вот только теперь ходят слухи, что на Ванду там остались только намеки, а сам спешл просто станет дополнительной серией самой Агаты, которая, кстати, выходит уже в сентябре. Также были слухи про то, что студия готовит сольный проект про Алую ведьму, который так или иначе будет связан с Юными Мстителями. Но и эти слухи заглохли. Теперь же Дэниел Рихтман утверждает, что Элизабет Олсен абсолютно точно вернется к роли на съемках одного или сразу нескольких проектов в 2025 году. А вот какие проекты снимаются в следующем году, в который идеально вписывается Ванда? Тут все просто. Это же либо Белый Вижн сериал, либо Мстители 5 и 6 часть. Решайте сами, где ее стоит ожидать, а где нет. Несколько грустных новостей для тех, кто ждет очередной мульт про Майлза. Проект до сих пор не имеет даты выхода, и по слухам мультфильм еще очень и очень далек от завершения. Переработки во время разработки второй части, забастовка 23 года, а также проблемы внутри студии очень сильно замедляют процесс, и пока нет ясности, когда вообще стоит ждать данный проект. Что за проблемы внутри студии, спросите вы? Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые разрабатывали обе части мультфильма, должны были заняться телевизионной киновселенной Sony. Сериал про Шелк и Паука Нуара должны были выйти именно из-под их пера, но сериал про Шелк закрыли, а у Нуара, как оказывается, большие проблемы с бюджетом. Дуэт сценаристов хотели масштаба, а Sony отказались давать большие деньги, и поэтому после завершения работы над триквелом Spider-Verse и Нуаром с Кейджем, Фил и Кристофер уже точно не будут продлевать контракт со студией.
студии и отправиться в свободное плавание. Тут нетрудно догадаться, какие настроения могут царить внутри команды, когда все вокруг понимают, что главные сценаристы и идейные вдохновители проектов тупо отрабатывают оставшиеся обязательства по контракту и уже ищут, куда им двинуться дальше. Да, это не значит, что самому дуэту не важно качество того же триквела мульта про Майлза, ведь они очень любят проект, но будет чудом, если конфликты внутри студии вообще никак не скажутся на качестве продукта. Ну вот и все, мы постарались выжать для вас самое интересное и значимое из всего того, что мелькало в гик-пространстве в последние пару недель. Пишите в комментариях, на что нам лучше делать упор. Больше слухов или же делать упор именно на официальные новости. А может вы хотите новостей не только по кинокомиксам, или же вообще хотите какую-нибудь отдельную рубрику внутри каждого выпуска, ну допустим по играм. В общем, нам очень важен ваш фидбэк, так что ждем вас в комментариях. А ваши лайки и дизлайки дадут нам понять, в правильном ли направлении мы движемся. С вами, как всегда, был Макс. Это канал Magica Geeks. У меня все.